Всем привет, с вами Алла. Сегодня смотрим общий расклад, какая женщина хочет с вами сближения. Итак, смотрим сигнификатор общего расклада. Кто у меня впервые в гостях, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И сегодня сигнификатор общего расклада — шестерка пентаклей. Так, ребят, у большинства отыграются здесь рабочие отношения. Значит, смотрите, кому подойдет этот общий расклад. Это может быть ваша коллега, это может быть ваша клиентка, или вы ее клиент. А также это могут отыгрываться любые социальные роли. Менеджер банка, ваш доктор, менеджер, вернее, кассир на заправке, кассир где-то, не знаю, в кафешке, где вы частенько обедаете. Это может быть кондуктор в автобусе, в котором вы ездите каждый день. Ну, то есть это женщина, которую вы достаточно часто видите, но при этом вас связывают какие-то рабочие отношения. Ну, такие, скажем, социальные отношения, социальные роли. Кстати, с этой женщиной у вас, особенно если это ваша коллега, либо ваша клиентка, с этой женщиной у вас могло вначале не заладиться общение. Может быть, кстати, ваша руководительница, ваша начальница. Вы могли с этой женщиной даже ругаться, скандалить, выяснять отношения вот в самом начале вашего знакомства. Здесь могло быть какое-то недоразумение даже между вами. Например, если это ваша клиентка, вы даже могли с ней, не знаю, там, ссориться. Может быть, ваша компания там ей оказала какие-то некачественные услуги. Может быть, даже это с вами произошла эта ситуация. И вот ваше знакомство, оно началось с каких-то неприятных эмоций. Да, вначале вы даже могли и не думать о том, что в принципе между вами что-то может быть. Вначале даже могло быть такое, что она вас ненавидела, вы ее ненавидели. И вы могли друг у друга вызывать прям вообще отторжение, злость, типа фу, какой неприятный человек. Вот такое даже могло быть. Но это не обязательно, так как расклад общий, поэтому у кого-то будет вот прям такое неприятие, а у кого-то это могли быть какие-то мелкие стычки по работе. Потом произошла какая-то ситуация, которая вас примирила, ну вот именно на уровне работы. Может быть общий проект, может быть какая-то общая проблема, там, решение общей проблемы. В общем, как-то это все потом разрулилось, и вы стали общаться хорошо, как приятели, как друзья, вот в таком формате. Вы даже могли потом смеяться над этой ситуацией, которая между вами и случилась. Знаете, вы так досмеялись до того, что потом кто-то из вас пригласил друг друга на свидание. Ну или на кофе, у кого как. Знаете, вот есть очень хорошее выражение. От любви до ненависти один шаг. И вот в этом раскладе вот действительно речь об этом. Что у вас вначале была ненависть,
И эта ненависть потом впоследствии переросла во влюбленность. Вот она, королева жезлов. Королева жезлов — это либо рыжий цвет волос, либо каштановый цвет волос. Это карий, либо зеленый цвет глаз. У кого-то может отыграться по гороскопу Овен, Лев, либо Стрелец. По характеру женщина достаточно скандальна, кстати. Такая, знаете, может быть скандальная, очень эмоциональная, очень импульсивная. Очень такая, знаете, как язва такая, знаете, вот любительница подколоть, любительница уколоть, сделать больно, съязвить. Ну, тут такая барышня, знаете, вот как бы она достаточно злопамятная и может очень долго помнить какие-то ваши промахи и ошибки. Тут произошла какая-то ситуация между вами, очень неожиданная. Ну вот смотрите, если это ваша коллега, тут могла быть какая-то попойка на работе, ну типа какой-то корпоратив. И вот на этом корпоративе вы и как-то посмотрели друг на друга под другим градусом. Да, вот после этого мероприятия вот эта барышня, она поняла, что вы ей нравитесь как мужчина. Знаете, кстати, очень часто бывает так, что вот если вас не взлюбила какая-то женщина, вот прям не взлюбила, в 90% из 100 потом окажется, что вы ей нравитесь. Да, вот здесь вот такая история. Здесь произошло потом что-то между вами, вот какое-то событие. У кого-то корпоратив, у кого-то какая-то, не знаю, может быть, рабочая встреча, может быть, вы в кафе пошли там обсуждать какие-то рабочие проекты, выпили кофе, и как-то в процессе вы осознали, что, оказывается, вы симпатичны друг другу. А до этого вам хотелось поубивать друг друга. Вот настолько было неприятие друг друга. Что сейчас у этой женщины по отношению к вам? Тройка мечей. Это как? Угу. Угу. Так, ребят, но она теперь поняла, что она сделала большую ошибку. Она поняла, что, может быть, она вам хамила, грубила, вела как-то себя очень некрасиво. И теперь она думает о том, вот как в ваших глазах поменять теперь восприятие себя. То есть она поняла, что вот то, как она себя зарекомендовала в самом начале, вас это отвернуло от нее как от женщины. Ну типа, блин, как я ему себя показала.